приходится выступать на десятках разных форумах, конференций, круглых столов. Нас часто обвиняют в том, что мы являемся адвокатами сирийского режима. Я как раз хочу начать свое выступление с того, что не являюсь адвокатом сирийского режима. Более того, я не представляю официальную российскую позицию, я представляю экспертную позицию, и поэтому я хочу начать, вспоминая то, что было 2 года тому назад, с того, что, конечно, там были допущены ошибки правительством сирийским. Конечно, надо было предвидеть то, что может произойти, учитывая и международную ситуацию, внешние факторы, и внутреннюю ситуацию, и действовать гибко, понимая, что происходит. Поэтому у нас с самого начала существует критика в адрес того, что там делалось на официальном уровне. Это совсем не означает и не отменяет того факта, что сегодня мы все, российское общественное мнение с разными нюансами, в общем, с негодованием относится к тем попыткам дестабилизировать ситуацию путем вооруженной поддержки отрядов, воюющих против правительства, которая длится 2 года. И этот пожар приводит к результатам, на которые нам больно смотреть. Мы любим эту страну, это одна из самых красивых, замечательных стран Ближнего Востока, с огромным количеством памятников. Ну что вам рассказывать, это все знают. С мирным населением, когда можно было в эту страну приезжать, чувствовать себя совершенно безопасно, спокойно, идти куда угодно, и где люди жили разных конфессий, этнических групп, мирно, чувствовали себя уверенно. И не наше дело судить о том, какие были недостатки в системе управления этой страной. Я думаю, каждому государству можно предъявить определенные претензии, что делалось так, что делалось не так. Но сегодня совершенно очевидно, что все там идет не так, и в первую очередь из-за вот этого мощного вмешательства во внутренние дела этой страны и неспособности сил как внутри самой страны, так и внешних игроков договориться о том, как можно остановить сегодня эту начавшуюся фактически гражданскую войну и как добиться того, о чем в принципе договорились в Женеве, о проведении национального диалога. Но почему в Сирии этого сделать нельзя? А почему это можно было сделать, я не знаю, в такой стране, как Камбоджа, где все было гораздо хуже, где действительно был жуткий режим кровавых кхмеров, красных. Разве можно его сравнить с сирийским национальным светским режимом? Тут вообще, знаете, страшный был режим, который, и последователи которого, и люди, которые ему служили, воевали на их стороне, они все мирно живут до сих пор. Значит, международному сообществу удалось это урегулировать и добиться примирения. Почему же этого нельзя сделать в Сирии? Почему те, кто сегодня делают ставку на то, что нужно непременно свергнуть режим в Дамаске, почему они продолжают туда поставлять оружие для того, чтобы, и призывают к тому, чтобы это увеличить, эти поставки, для того, чтобы этот режим свергнуть? Вот это непонятно. В Женеве договорились о том, что будет диалог, что нужно к этому диалогу побудить стороны, о том, что должны эти стороны договариваться о каком-то переходном периоде, о тех принципах, о которых сегодня все говорят. И предпосылки к такому диалогу, они и есть сегодня. Но я думаю, что вряд ли найдется какой-то один, хотя бы разумно мыслящий сириец, которому нравится то, что сегодня там происходит. И сегодня совершенно очевидно в отношении Сирии проявляются двойные стандарты, от которых всегда страдала мировая политика и продолжает страдать. И когда к Сирии относятся почему-то совершенно иначе, чем к другим странам, где те же самые нарушения прав человека, о которых говорят, гораздо в большей степени, сказать, имеют место быть. Я уже упомянул о Камбодже. Я могу упомянуть некоторые арабские страны, не буду их называть.
где совсем не все в порядке ни с демократией, ни с правами человека. Почему нужно к Сирии предъявлять другие требования, другие совершенно критерии? Только потому, что не нравилась политика, которую проводит президент Асад. И выдвижение вот этих предварительных условий, что президент должен уйти, это, конечно, заводит всю проблему в тупик. Сегодня есть и среди оппозиции люди, которые мыслят рационально, реалистично. Мы их знаем, я не буду повторять, приводить пример. Но они не могут сегодня овладеть ситуацией, потому что сама оппозиция остается разрозненной. У них все больше, среди этих групп все больше вес приобретают экстремисты. И чем они больше приобретают вес, тем больше будет сопротивление со стороны тех, кто не хочет жить под ними, кто не хочет альтернативы. Потому что этих людей боятся. Да, сирийское общество сегодня раскололось. Поэтому мне кажется, что в принципе российская политика, которая сегодня основана именно на идее преодоления конфликта с самими сирийцами, с помощью этого диалога, с помощью нахождения какого-то альтернативного варианта через примирение, а не через уничтожение одной силы другими. Понятно, что болезненная ломка системы в Сирии, она приведет к кровавой бойне. Очень жалко беженцев, которые сегодня бегут из Сирии. Они же бегут не от режима, они бегут от войны. Потому что невозможно жить. Я всегда вспоминаю, когда беседую с западными коллегами, я всегда вспоминаю о том, что говорю это и американцам, и европейцам, что вы в 2003 году пришли в Ирак и не смогли обеспечить безопасность гражданам Ирака. Миллион беженцев. В Сирию пошло, сирийцы дали убежище этим людям. В Иорданию пошли беженцы. И никто об этом как-то не вспоминал тогда, что ни американцы, ни силы НАТО не смогли обеспечить безопасность этим людям. Я уж не говорю об исходе христиан массовом из Ирака. Понимаете? Опять же, двойные стандарты. Двойные стандарты. Поэтому иного пути нет. Этот путь очень труден. И, конечно, надо договариваться внешним игрокам, надо договариваться с нашими арабскими партнерами. К сожалению, это не всегда получается. К сожалению, есть полярные точки зрения. Вы сами знаете, что есть государства, которые считают, что надо бесконтрольно, с самым современным оружием вооружать тех, кто ведет борьбу, вооруженную против режима в Сирии. Это приведет к катастрофе. Уже сегодня мы видим, что это, так сказать, нарушение нормальной жизни и вот этот конфликт, он выплескивается в соседние страны, в Ливан. Это пойдет в Иорданию, это пойдет в Ирак. Такая проблема, она неожиданно совершенно сказывается даже на Карабахском конфликте, который, как вы знаете, мы пытаемся как-то решить. И даже здесь дестабилизация, понимаете? Или я встречался с представителями, с некоторыми бразильцами сирийского происхождения. Знаете, там огромная диаспора, да. И сирийская, и ливанская, в основном христиане. И они, так сказать, не сторонники Асада, они сторонники своего бразильского президента, понимаете, они бразильцы. Вот. Но им не безразлична судьба Сирии. Они не на стороне Асада, но они категорически против прихода тех людей, как они их видят, к власти, которые ведут борьбу против режима Асада. То есть я бы сказал, что их симпатии не на стороне оппозиции. Вот, понимаете, это тоже надо учитывать. Это тоже там у них тоже борьба. Там разные. Там есть, конечно, и позиционно настроенные люди. Но, как мне кажется, вот это вот очень опасная межконфессиональная вот эта вот составляющая конфликта, как-то нужно это остановить.